То, что вокруг смерти Кентара Миуры нет никакого шума, лично меня сильно огорчает. Этот человек полностью изменил подход к происходящим событиям и к тому, как жестокость можно транслировать в умы читателей или зрителей. Само собой, он был не первый, кто показал кровь, кишки и прочие человеческие внутренние органы. Тут речь не о внешних проявлениях жести, все чуточку глубже. Складывается ощущение, что большинство просто не понимает, откуда растут все корни, и что из жизни ушел тот, кто и послужил началом и вдохновением огромного количества людей, создавших те самые тайтлы, о которых каждый, скорее всего, не просто знает, а является очень и очень преданным фанатом. Клеймор, Атака Титанов, Сага о Винланде, Ганс, Убийца Гоблинов, Вагабонд, Шакалы, Сао. Хотя нет, Сао тот еще кал. А про сам образ мужика с огромным мечом я вообще, пожалуй, промолчу. Ладно, не промолчу, если кто не понял, Миура создал этот образ. Список влияния огромен, а находить отсылки и референсы вообще можно бесконечно. Таких произведений сотни, если не тысячи, на которых повлиял Миура и его особое крутое видение. Давайте так, из жизни ушел человек, который смог изменить понимание того, что такое жестокая, брутальная, суровая история в массовой культуре. Ну а точнее в манге, аниме, комиксах, кино и даже компьютерных играх. Берсерк был одним из тех немногих столпов идеи, что аниме существует не только для подростков и детей, а способно поднимать взрослые, требующие внимания темы. Что зло — это не всегда зло, а добро и не добро вовсе. А также Берсерк приобщил огромный пласт людей, включая меня, читать мангу, и это колоссальное достижение. Но знаете, что здесь самое удивительное, прекрасное и ужасное? Миура отдал большую часть жизни на то, чтобы рассказать нам историю своей жизни, автобиографию в своей фантазии. Но чтобы вы не верили мне на слово, а доверились фактам, я расскажу его биографию и то, как происходило создание Берсерка, и почему все это время Кентара Миура рассказывал о себе. Родился Миура в городе Тиба 11 июля 1966 года. Тиба, благодаря своему протяженному побережью и близости к Токио, являлась и является одной из наибольших промышленных зон в Японии. Мало кто упоминает эту важную деталь в биографии мангаки, но родители Миуры уже наполовину предрешили его будущее. Отец всю жизнь занимался раскадровкой рекламных роликов, а мама была преподавателем такого искусства, как рисование. Поэтому маленький Кент уже рос в условиях, когда тебя окружают не только люди, умеющие хорошо трудиться, но и креативно мыслить. Замечательные исходные данные прекрасно способствовали раннему рвению мальчика к труду вперемешку с фантазией. С ранних лет Миура начинает рисовать свою первую мангу «Миу Рейнджер». Да, это совмещение его имени и слова «рейнджер». Уже к 1976 году, когда Миуре стукает 10 лет, манга насчитывала 40 томов. Можно сказать, уже с детства мангака понимает, во что ввязался. Миу Рейнджер публиковался в местном школьном издании. Мотивация Миуры была проста. Он хотел порадовать одноклассников и куда-то деть свое детское неугомонное рвение к созидательству. В 1982 году юный Миура переводится в классы художественного образования в своей средней школе. И там знакомится с друзьями-мангаками, с которыми будет дружить на протяжении всей жизни. Сидзуэ Вадзарай, который известен по манге Цестус, и Мори Кодзи, кстати, очень недооцененный мангака, который известен по острову Самоубийц и Святой Земле. Также будет маленький спойлер. Именно Мори Кодзи является прообразом Гриффита, но об этом чуточку позже. После знакомства с этими ребятами в возрасте 16 лет Миура публикует свой первый дадзинси в местном фанатском журнале. А уже в 1985 году, для того чтобы поступить в университет Нихон, Миура создает научно-фантастический короткий манго-рассказ «Футатаби», или по-русски «Заново». Что примечательно, позднее мангу опубликовал журнал Weekly Shonen Magazine, за что юного Миуру номинировали на премию лучшему начинающему автору. И все это к его 19 годам. В этом же 85-м Миура публикует другой sci-fi сингл «Ной» в том же журнале, но уже в рубрике «Свежак». И на этом, пожалуй, полоса удач заканчивается. Из-за ссоры с главным редактором Миура перестает работать с журналом и затихает на долгих 3 года.
Наступает 88 год. На свет рождается теперь уже широко известный Берсерк прототип. 48-страничный сингл, в котором Миура знакомит читателя со своим мрачным фэнтези-миром. Что примечательно, Миура на 180 градусов разворачивает место действия, обрисовывая мир, не населенный роботами в сеттинге киберпанка, отойдя в сторону фольклора и народных сказаний. Возможно, в эти 3 года затишья к нему в руки попали истории Толкина. Берсерк прототип и сам мангака получают приз от школы Коми-Коми Манга. По завершении обучения в университете Нихон Миура получает степень дипломированного специалиста по рисованию. И в 1989 году в свет выходит еще одна манга, уже совместная работа Миуры с Йосиюки Окамурой. Йосиюки Окамура, также известный под псевдонимом Буронсон, человек занятный, занимается и по сей день тем, что пишет сценарии для манги, отдавая известным и не очень авторам их визуализировать. К 1988 году он как раз закончил работу над мангой «Кулак Северной Звезды» или «Полярной Звезды», кому как приятнее, которая тоже оказала немалое влияние на индустрию. Я даже не буду вдаваться в подробности, почему. И вместе с Миурой они выпускают «Король волков». Буронсон, конечно же, отвечал за сценарную часть, а Миура создавал визуальный стиль. За 90-й год выходит продолжение «Волчьего короля», легенда о короле волков, которая также основана на сценарии Буронсона. А уже в октябре того же года публикуется первый том Берсерка с подзаголовком «Черный мечник». Казалось бы, успех? А нет, Берсерк остался практически незамеченным ни зрителями, ни критиками. Миура продолжает работать с Окамурой, они выпускают небольшой томик манги «Япония», состоящий из 8 глав. Все последние работы Миуры публиковались в журнале Animal House, который к 1992 году переименовывается в Young Animal. И как раз в этом же году Миура открывает арку «Золотой век», которая приносит Берсерку и его автору долгожданную популярность. Тогда же Миура и решается посвятить себя и все свое время Берсерку. В этом же промежутке времени Young Animal перезапускает публикацию Берсерка с новой нумерацией и структурой, начиная с 1 главы. Можно сказать, Миура разработал план и начинал следовать по нему. В этот момент ему исполнилось 26 лет. Все эти годы, вплоть до 96-го, Миура трудится как сумасшедший, выдавая в год в среднем по 23 главы Берсерка, работая практически без выходных. У Миуры получалось отдавать в среднем 2 главы в месяц. За все 4 года продуктивной работы отдыхать он позволял себе крайне мало, может быть 1 или 2 дня в месяц. Также в 96-м Миура совместно со студией WAP и OLM помогает, консультирует и следит за созданием 25-серийного аниме-сериала «Берсерк», который является хоть и урезанной, но грамотно собранной адаптацией манги. Транслировать сериал начали с октября 97 по март 98 на канале Nippon TV. К этому моменту Миуре стукает 30 лет. А вот с 97-го его продуктивность начинает давать сбой. Он рисует комикс, где сам жалуется персонажу манги Паку на личные проблемы. В ближайшие 5 лет он выдает по 20 глав в год, что все еще является отличнейшим показателем работы, но отнюдь не хорошим показателем для его внутреннего состояния. Также до 2003 года Миура выпускает 3 артбука с иллюстрациями, 1 календарь и принимает полное участие в создании игры для Sega Dreamcast. И также пишет для нее уникальный сценарий, в котором расширяет лор оригинальной манги, создавая события, происходившие с героями между 22 и 23 томами. Кстати, забыл упомянуть, что в 2002-м Кентаро Миура за своего Берсерка получает 2-й приз культурной премии Осамы Тедзуки. Первый приз получил Такехико Иноэ за мангу «Скиталец». Начиная с 2004-го глав становится все меньше. Моментом надлома в творчестве мангаки стала финальная часть арки «Сокол Тысячелетней Империи». Каждая страница поражает до сих пор огромным количеством мельчайших деталей на квадратный сантиметр. После выпуска последней главы Миура взял огромный перерыв в 3 месяца. И с этого начались затяжные хиатусы, в том числе для того, чтобы освободить время для других проектов, в которых участвовал мангака.
Ради гигантомахии Миура вообще ушел в перерыв на целый год и 3 месяца. Сил на берсерка оставалось все меньше. Также все усугубилось из-за перехода с целлюлозной бумаги на графический планшет. Миуре требовалось время для того, чтобы освоить цифровой формат, на котором, кстати, и публиковалась манга до сих пор. Миура, с детства привыкший к тонкому штриху чернил на бумаге, нуждался в огромном количестве энергии на переобучение, а это в свою очередь только растягивало ожидания новых глав. При всем при этом происходит изменение в рисовании персонажей, и качество детализации падает. Рисунок становится почти весь из жирных линий, а стиль меняется с реалистичного на более стандартный анимешный. Качество фонов так вообще пострадало больше всех. Чтобы был понятен размах, в 2008-м Берсерк перевалил отметку в 301 главу. В 2021 мы увидели 363-ю. Но все эти годы Миура не так уж и долго и отдыхал. Он участвовал в создании всех полнометражных фильмов, принимал полное участие в экранизации 2 сериалов, создавал еще разную кучу компьютерных игр по вселенной Берсерка и все время упорно трудился. И переработки сыграли злую шутку с делом всей его жизни. Что вершит судьбу человечества в этом мире? Некое незримое существо или закон? Ну, а почему же Миура все это время рассказывал о себе? На эту мысль меня натолкнула его самая первая работа «Миу Рейнджер», где, конечно же, его главный герой был он сам. А после того, как я наткнулся на одно из интервью Миуры, все встало на свои законные места. Представляю вам сокращенную версию интервью с Миурой из далекого 2000 года, где он сам прекрасно объясняет, что же такое берсерк. Я читал много манги. Есть вещи, которые я сознательно заимствовал, но есть также и вещи, которые были запрятаны глубоко в моем подсознании, и лишь спустя некоторое время неожиданно всплывали наружу. Они стали частью меня. Очевидно, я был помешан на жестоком Джеке саги о Гуине, и я действительно думаю, что сага о Гуине была основным источником вдохновения для создания моей фэнтезийной вселенной. Эта атмосфера просто пришлась мне по душе, и теперь я думаю о ней как об образце, на который мне надо равняться, так что да, думаю, вы правы. Меч происходит из Пигмалио. Кроме того, где-то, думаю, это было в спин-оффе саги о Гуине «Снежная королева», я увидел иллюстрацию 2- или 3-метрового гиганта, держащего в руках меч. Меч Гатса — это нечто среднее между этими двумя. Это как раз тот размер, который еще можно кое-как носить и который сохраняет при этом ощущение беспрерывного действия этой брутальной мужской манги. Некоторое время я не мог определиться насчет дизайна Гатса. Он подвергался множеству изменений. К примеру, я убрал длинные волосы, катану и так далее. После долгих и мучительных раздумий, в конечном итоге я все закончил тем, кем он является теперь. И чувствую, что на этот раз действительно отлично справился. Все, что оставалось сделать, это передать широкий размах и привлекательность этого меча. Скорее всего, я понятия не имею, о чем говорю, учитывая, что создавал лишь историю для одной манги. Но когда ты умудряешься нащупать тот важнейший элемент, возникает ощущение того, что может получиться что-то большее. Дело в том, что когда вы простой фанат манги, который не хочет стать автором, приходится выбирать мангу и читать ее в собственной зоне комфорта. Тем не менее, когда вы стремитесь к тому, чтобы стать автором манги, этого недостаточно. У вас просто не получится. Было время, когда я пытался читать все, что только мог, чему тоже есть предел. Но я старался читать все. Все, что было безболезненным, все, что мне рекомендовали друзья, все, что было популярно. Грубо говоря, начиная с средней школы и до университета. Я читал все книжки, мангу, смотрел кино, впитывал это огромным количеством. Истина в том, что я постоянно сидел за своим столом, рисуя мангу, и мне очень не хватало личного опыта. Я чувствовал себя неуверенно насчет всего этого. Потому я и начинал думать, что лучше буду впитывать абсолютно все, что только будут рекомендовать.
Что ж, насчет рисования дело вот в чем. Когда мы были молодыми и глупыми, мы просто копировали рисунки таких людей, как Йосиказу Ясухико и Фудзихико Хасона, тем самым практикуясь рисовать манго-подобные рисунки. Однако мы были в художественной школе, мы рисовали всякую всячину для заданий, и я в этом был хорош, но не настолько хорош в рисовании самой манги. Я хотел научиться рисовать как Фудзихико Хасона, но в то же время я хотел применять мои навыки по реалистичному рисованию. И одновременно я хотел сделать запутанную историю, как сага о Гуине, но мне также нравился безбашенный стиль жестокого Джека. В итоге, я думаю, что все это и повлияло на создание моего нынешнего стиля. Вы знаете, как они сказали в телепередаче «Манга Ява», что я плохо рисовал. Они были абсолютно правы. Начиная со старшей школы, я пытался совмещать свое умение реалистично рисовать с умением хорошо рисовать мангу. Если б я делал историю наподобие «Кулака Северной Звезды», мне пришлось бы сконцентрировать все свои силы на рисунке. Однако манга, которую я хочу создавать, имеет аспекты, присущие скорее сёдзе, и я бы не смог правильно изобразить их, если бы рисовал в стиле «Кулака Северной Звезды». Так что я должен был соблюдать баланс между деликатной драмой и «Кулаком Северной Звезды». И после долгой борьбы с этим я уже наконец создал свой стиль, который вы можете наблюдать сегодня, хотя, думаю, даже это со временем может измениться. Мне это вполне понятно. Сёдзе манга основана на мощном выражении каждого чувства, и в этом смысле она не настолько изобретательна, как манга для мужиков. Мужская манга стремится вырваться и продаваться хорошо, в то время как сёдзе манга какая-то пушистая. Я осознаю, что это не очень подходящее слово, но все равно. Может быть, есть что-то общее между мной и сёдзе мангой. Скорее, я имею в виду, что я делаю все для того, чтобы изобразить эмоции. Логика идет после. В старшей школе я был в группе людей, которые хотели сами рисовать мангу, но были заняты поисками девушек и драками, так что они не были такими заядлыми атаку. Я практически был единственным настоящим любителем манги из всей нашей компании. Нас было 5, и я был как желтый рейнджер. Отставал в плане эмоционального развития, но на 2 шага впереди в плане умения рисовать. Хотя я не был способен создавать историю, которая бы заставила хоть что-то почувствовать. Так что вся информация, поступающая извне, любовь к дракам и к неприятностям у остальных членов группы, была для меня чем-то новым. К тому же существует факт, что люди, которые выбирают путь художника, как правило, обладают большим эго. Они в чем-то хороши и выпендриваются перед другими. Я хотел найти то, в чем бы был хорош сам. И единственным способом для меня держаться на уровне этих парней было мое звание художника манги. Это стало моей странной одержимостью. Да, конечно, есть такое. Я не знаю о современных отношениях среди парней, но тогда, в 80-х, парни были просто помешаны на вещах типа «кто насколько в чем-то хорош», сколь высокий был ранг по сравнению с друзьями и так далее. Для мальчиков дружба не зависит от утешений друг друга. Иногда даже пытались совать палки в колеса. Однако просто взять и уйти от друзей было признанием поражения, но когда у вас есть общая цель, вы всеми силами помогаете друг другу. Вот так и появилась идея банды Ястреба. Точно. Я много тренировался, чтобы изменить школьных друзей в группу наемников в то время, когда я заканчивал университет. Вряд ли я думал о чем-то подобном вначале. Я понятия не имел, как далеко смогу зайти со своей оригинальной идеей манги. И я уж точно не задумывался о банде Ястреба, помимо черного мечника, крушащего монстров. Я подумал, ему бы было проще сражаться, если б я добавил элемент мести. Вот, собственно, и все. Ну, к примеру, в плане манги, я был на голову выше всех в умении рисовать, но в то же время я брал пример с человека, который вел себя как лидер. В плане способностей он был похож на Гриффита. Он вкладывал деньги в то, о чем говорил. От него исходило ощущение, будто к нему прикоснулись боги. Однако в плане насилия он был как Гатс. Он мог спокойно и ежедневно влезать в драки, а потом, как ни в чем не бывало, прийти ко мне и сказать: «Окей, давай рисовать мангу». А на следующий день пойти на временную работу, не ложась спать. Он был изумительным. Чтобы сравняться с ним, мне нужна была собственная фишка, и я решил много работать над мангой.
мангой. Однако позже я узнал, что он вел себя так агрессивно из-за того, что был восхищен моим талантом рисовать мангу. Так что потом в университете он перестал ее делать и решил делать то, от чего мы все будем сгорать от зависти. Спал с сотнями девушек, получил работу в первоклассной компании и так далее. И он все это умудрился сделать. После стал иллюстратором и начал зарабатывать десятки миллионов йен ежегодно в его-то годы. Но он понял, что хочет делать мангу, потому бросил все и начал с нуля в индустрии. Вот до этого момента он Гриффит. Позже он все же переосмысливает и понимает, чего он хочет на самом деле, и становится Гатсом. Возможно, Гриффит и Гатс — это симптомы, что появляются у парней. Когда они серьезно чего-то хотят достичь, они могут стать любым из этих двоих. Они оба там. Когда все хорошо, начинает проявляться Гриффит. Если бы рейтинги Берсерка начали падать, я бы, наверное, вернулся к Гатсу. Я подозреваю, что любой, пытающийся что-то построить, проходит через оба симптома. И, кстати, я это осознал лишь во время нашего разговора. Хорошо, значит, к лучшему это или к худшему, монстры постоянно появляются в Берсерке, и есть причины их жестокости. Это грусть. Такие люди, как Тим Бёртон, прекрасно справились с этим образом. Грустный, но страшный. Я тоже хочу сделать что-то вроде того. Если поискать в современной Японии грустных и страшных, то можно найти преступников или людей на грани преступности, или тех, кто боится стать преступниками. И я хочу, чтобы у читателей возникло чувство сострадания. В то время, когда мы учимся в школе, мы все боимся сделать что-то ужасное, либо боимся того, что может случиться с нами. Я все еще чувствую это иногда, даже в моем-то возрасте. Я думаю, современные люди пытаются исключить все чужое. Это поколение я. Но не следует забывать, что также есть люди, которые не способны за себя отвечать. Да, я люблю смотреть новости, еще я люблю документальные фильмы. Единственные вещи, которые я не могу заставить себя смотреть, это драмы и эстрадные представления. И в этом смысле я думаю, что я как старшеклассник или студент, который не может вытянуть себя в люди. В конце концов, я думаю, что и сам проживаю неприятную жизнь. Так что, будь у меня семья, я бы делал мангу для семьянинов. Но к лучшему или к худшему я остался таким, какой есть, и думаю, это видно в моих работах. Возможно, тогда это могла быть Югославия или геноцид в Руанде. Я не уверен. В любом случае это заставило меня сказать: «Боже, мир действительно жесток в наши дни». Часть идеи была в том, что я бы вставил что-то, напоминающее тех людей, чтобы сделать все более актуальным. Это очень важно, чтобы я писал о Японии, так как меня читают с японской точки зрения, потому что я использую беженцев, чтобы показать, как люди могут ненавидеть иностранцев, или как люди могут ждать, пока за них все сделает кто-то другой. Моей идеей было показать плохие людские стороны. О том, что не происходит в Японии, в манге рассказывается поверхностно, но мир Берсерка в плане ощущений, по сути, Япония. Все ведь началось в одной из важнейших японских местностей. Да, что-то вроде того. Однако я не чувствую себя особенным, потому что делаю что-то, что делаю только я. Я думаю о себе как об обычном человеке. Не то чтобы я смотрел на все подряд, просто хочу сказать, что я впитываю все так же, как среднестатистический человек. Хоть я и полагаю, что получаю больше пользы от того, что вижу. Я могу смотреть всякую всячину, от которой большинство бы не получило никакой пользы. Странный фильм или еще что-нибудь. И из этого что-то извлечь, пока там есть хоть чуточку людской драмы. Люди живут, принимая то, что происходит вокруг них, и делают из этого что-то, что имеет смысл. А для меня манга — это то, где я говорю об этих вещах. Я думаю, это лишь дело связи всего воедино. Для меня работа и досуг — это не разные вещи. Даже то, что происходит здесь и сейчас, как-то олицетворяется в манге. Это дело переноса окружающего меня мира в мангу.
Конечно, я тоже не считаю, что информация, которую я впитываю, является особенной, и не думаю, что обладаю особенно острым умом. Я бы никогда не смог сделать мангу, которая раскладывает все по полочкам, но стараюсь сделать мангу, которая заставляет задуматься. То, что, по-моему, меня отличает, это то, что я могу связать все в моей голове, долго и упорно над этим размышляя. Вы бы назвали это упорством. Отсюда моя навязчивая одержимость не упускать ни одной детали. Я не уверен. Это меня и самого беспокоит, однако суть отношений между Гатсом и Гриффитом скоро и правда начнет проявляться. Ну нет, я бы не назвал это прологом. Тем не менее, мы пришли к той части истории, когда начинают сводиться все счеты. Да, отношения между ними колебались туда-сюда до этого момента, но теперь Гриффит серьезно решился стать демоном. Я вижу это как начало отношений, когда они оба уже повзрослели, и еще дитя, что родилось у Каски, каким-то образом станет ключевым моментом. Несмотря на то, что я не планировал его делать ребенком Каски, когда начинал рисовать. Но у меня тогда и в мыслях не было Каски. Вовсе нет. Эта часть была открытой. Изначально я планировал, что каким-то образом это сделает Гриффит, но потом в этой картине нарисовалась любовная история, и оказалось, что перевести это в крайность хорошо сочетается с атмосферой. Не то чтобы я это планировал с самого начала, но теперь оказалось, что дитя будет очень к месту. Это так. В последнее время я начал доверять своей небрежности. В моем опыте вещи часто прекрасно вписываются, даже если они заранее не планировались. Я думаю, все могло бы пойти не так гладко, если бы я работал с тем, что не является моим. С тем, что я позаимствовал и просто затолкал. Но опять же, у меня ничего подобного вы не найдете. Даже если я что-то заимствую, то сначала провожу это через себя и делаю тест на качество, прежде чем использовать какую-либо деталь. Я бы сказал, что это возможно. Финальный штрих у меня обычно запланирован, но в последнее время я думаю, что лучше его придумать, когда придет время. Так что сложно сказать, что будет дальше. Являясь таким человеком, какой я есть, я не думаю, что смогу позволить такой долгой и мрачной истории завершиться так же мрачно. К примеру, внезапной смертью главного героя. Мне не нравится такой тип развлечения, я оставляю это своему подсознанию. Это всего лишь появление солнечного затмения в одном месте. И если разделить это на 1000 лет, получается ровно 5 людей. Просто так удачно получилось. Парень в астрономической обсерватории сказал мне об этом. И потом 216 это 6 на 6 на 6. Может, именно оттуда и взяли все это, связанное с 666. А вот эту информацию мне сказал фанат. В плебейском бунте в революционной войне в Германии много лет тому назад был рыцарь, который сражался с помощью металлической протезной руки, так как свою он потерял во время пушечного обстрела, и, по всей видимости, его звали Гетц. И вы не поверите, но об этом я узнал чуть позже. Именно, это полное совпадение. Берсерк оказал колоссальное влияние на поп-культуру Японии. С 90-х в мире игр и аниме стало популярно иметь главного или второстепенного героя с огромным мечом. Клауд из Final Fantasy, Забуза из Наруто, Саноски Сагара из Samurai X так вообще не палятся даже с дизайном меча. Блич, Fairy Tail и продолжать можно долго. Архетип стойкого персонажа-одиночки, обладающий сложной эмоциональной историей, часто одетый в черное и которому ловчее посидеть одному, чем в компании орущих друзей, так вообще в одно время просто заполнил современные тайтлы. Пожалуй, повторюсь: Goblin Slayer, SAO, Re:Zero, Тетрадь Смерти, Евангелион, Код Гиас и еще огромная куча произведений, авторы которых определенно вдохновлялись работой Миуры. Я отдал Берсерку какое-то запредельное количество времени. Все началось с одноименного аниме-сериала 97-го, а после чтения манги навсегда втянуло меня в этот мир. Сначала каждый месяц я ждал новую главу, потом это растянулось на несколько месяцев, а после и до полугода. Но не проходило и пары недель, чтобы я не отслеживал новости. И все это время искренне ждал продолжения.
покупал русские издания манги, перечитывал разные арки и даже не мог себе представить, что мимолетные удовольствия от прочтения новой главы могут закончиться. И даже в этом вроде бы неприятном моменте есть что-то приятное. Ощущение покоя. И горечи, конечно. Давайте будем честны, человек работал всю свою жизнь. Он посвятил этому колоссальное количество времени. Лишь своим упорством и трудом он подарил, я надеюсь, каждому, кто смотрел и читал его магнум опус, незабываемые искренние эмоции. Очевидно, что он был человеком искусства, и вся его жизнь отражалась в его же работе. Как нельзя лучше его охарактеризует последняя цитата, произнесенная им же самим. «Манга — это жизнь». Спасибо, Кентаро Миура. Ты создал особый и насыщенный мир, который невозможно не полюбить, но в котором не очень хочется жить.